«28 августа не стало моего мужа, любимого Мансура. И случилось это очень странным образом. 28 числа рано утром, ночью в 2 часа я улетела в Россию, потому что 31 августа у моей бабушки день рождения. Я свою бабушку не видела 3 года. И в корону мы, к сожалению, потеряли дедушку. И бабушка очень переживала, и ее парализовало. И вот она 3 года плакала мне в камеру: «Машенька, приезжай». Я решила сделать сюрприз. Я уже представила, как я вхожу с огромным букетом цветов на ее день рождения. И я готовилась к этой поездке где-то за месяц. Я уже заранее купила билеты. И 28 числа, 2 часа ночи, получается, да, там, утра, меня муж отвез в аэропорт. Дома я была где-то в 3 часа дня. Потом мы вечером встретились с моей мамой. Она, естественно, захотела сделать ресторан. И пришли мои друзья, которые меня давно не видели. И на следующий день я должна была ехать в Воронеж, потому что моя бабушка живет в Воронеже, и там папа за ней ухаживает. Вот. Но обычно я всегда с мужем на связи, и он мне всегда отвечает. То есть не было никогда, чтобы мне муж не отвечал. Мы с ним пообщались, еще он был живой, когда мы с ним разговаривали, то есть он поздоровался с мамой. И я ему сказала, что перезвоню, когда приду домой. Но когда пришла домой, начала ему звонить, он уже не отвечал. Всю ночь я не могла спать, потому что мне было плохо. И в какой-то момент меня просто как электричеством прошибло по телу. То есть я почувствовала, что что-то случилось. Я разговаривала я начала звонить с моего стационарного номера мужу, потому что с интернета он уже не брал трубку, никто не отвечает. Я уже позвонила своему другу, говорит, что-то случилось с мужем. Он: да нет, да он просто спит. Ну, в общем, вот в таком нервозе я доскрипела до утра, так сказать. Рано утром я проснулась с глубоким ощущением, огромный стресс. Я не могу понять, почему я так волнуюсь, что происходит вообще. И это было 29 число, получается, утро. И я чувствую, что что-то не то. Я звоню своему другу и говорю: ты должен срочно поехать ко мне домой. И в какой-то момент он говорит: ты что, с ума сошла? У меня еще друг там час как-то собирался. И потом я ему еще раз позвонила и говорю: ты опоздал, у моего мужа остановилось сердце. А как ты узнала? Почувствовала. Серьезно? Да, я почувствовала. Я почувствовала, что он ушел. И мой друг со своим знакомым, он поехал. Я сказала: если дверь будет закрыта, выбивайте. Потому что я уже знала, что я так чувствовала. У нас очень с мужем был очень сильный контакт. Мы могли он только подумает мне позвонить, я звоню. И да, и через 10 минут мне звонит мой друг и говорит: Мансур умер. Он уснул на диване дома и не проснулся. Официальная версия его смерти — остановка сердца, так как я почувствовала. И тут же я попросила маму с папой мне найти билет
Я не увидела бабушку, я не увидела ни родных, ни друзей. Я в этот же день, как узнала, я полетела хоронить мужа. То есть, когда я приехала, я поехала его увидеть. Последний раз очень боялась опоздать. И я с ним встретилась в последний раз, когда его уже кремировали. И потом, если он меня в аэропорт провожал, то по возвращению я уже ехала с его гробом вместе. Это было мое желание. Я хотела с ним побыть. Он в Исмаиле, этот город 500 километров от Хургады. Его там похоронили, в его родном городе. Так что решила я сделать сюрприз бабушке, а получился сюрприз мне. Вот. Вот так. Но скажу одно, Вик, что тема смерти очень страшная. Мы привыкли, что мы можем все решить. Любая задача, любая проблема имеет выход. Смерть – это единственная вещь, где мы бессильны. То есть осознание того, что это конец, но опять же в нашем мире конец. Это очень, так сказать, извините за выражение, взрывает мозги в какой-то момент. Ты хочешь кричать, ты хочешь бежать, ты не знаешь, что, как, а как это, куда это. И миллионы вопросов в голове на тот момент, когда это происходит, на которых уже нет ответа. Каждый справляется с горем по-разному. Я расскажу о своем видении. Мой муж был для меня всем. 7 лет я посвятила своему мужу, ни о чем не жалею. У нас были сложные ситуации и прекрасные. Все прошли, мы 7 лет были вместе. И я уверена, что он мне дал лучшее за эти 7 лет. Я многому научилась, и он меня сделал сильнее. И в тот момент, когда его не стало, я вообще думала, что я больше никогда не стану на сцену, потому что в нашем случае мы настолько были близки, мы жили вместе, мы работали вместе, мы жили одной любовью, и это музыка. То есть я до сих пор слышу песни, и он в каждой песне, потому что он везде. И он, кстати, со мной. Это его кольцо. Да. Я специально сделала цепочку. Я его ношу не всегда. После его смерти я носила его каждый день. Но сейчас одеваю только на очень важные мероприятия. Вот как я знала, что мы сегодня будем о нем говорить. Вот. На обратной стороне написано «Мария Мансур, Love Forever». «Любовь навсегда». Я эту надпись только после его смерти увидела, кстати говоря, что он ее сделал. Не знала. Знаете, есть два выхода. Либо вы убьете себя горем, либо вы найдете в себе силы идти дальше. Так вот, у меня не было желания петь после его смерти. Но у нас была с ним песня, которая стояла на наших рингтонах, когда мы звонили. Вот это наша песня была. Я не могла ее слушать, я просто убивалась слезами, просто захлебывалась, так сказать. Но однажды я попробовала ее спеть и поняла, что мне стало лучше.
Вот так мне муж показал, что я должна продолжать. Я вышла на сцену через неделю, как моего мужа не стало. Было очень много осуждений, как же так, ее муж умер, она стала на сцену. Ну, друзья, знаете, я вам скажу, когда не стало моего мужа, он был очень популярный певец. Я Вике дам ссылку, я сделала часовую подборку его выступлений. Можно зайти и посмотреть. Он у меня был безумно талантливый артист, музыкант. Не потому, что он мой муж, а потому что его любил весь город. Если вы назовете его имя, Мансур Заки, нет ни одного человека, который бы его не знал. Он по праву великий. И музыка – это было наше все. Так вот, знаете, когда человек уходит, это очень больно. И полгода я вообще не хотела мириться с этой мыслью, что это как бы навсегда. Я, когда начала выступать, да и вообще, когда мужа не стало, мне так, я вот теперь я одна, но знаете, мне столько людей стало писать. С Украины, с России, из Германии, с Польши, с Бразилии. Мне такое впечатление, мне стали писать люди, которые знали моего мужа, но не знали меня. Люди, которые видели нашу любовь, может быть, они меня лично не знали. У меня такое впечатление, как будто за меня молится вся планета и весь мир. Разве я имею право упасть, когда меня поддерживают столько много людей? Я вам скажу больше, если в вас верит хоть один человек, и если с вами случилась беда, и есть хотя бы один человек, ради которого вы можете подняться, пожалуйста, сделайте это. Потому что я нашла в себе силы выйти на сцену. У нас, у профессиональных артистов, есть такое правило: что бы с тобой в жизни ни случилось, на сцене не существует ничего, кроме тех людей, для которых ты выступаешь. Вот я на 2 часа забыла, что у меня случилась эта трагедия. Я была для людей, видела их счастье, и это было самым главным. А еще я нашла смысл в том, что я теперь пою за 2. И мой муж живет во мне и со мной, и больше всего это чувствую, когда я на сцене. Когда я вижу людей, которые помнят его, которые любят его. И я себе пообещала нести память о своем муже. До тех пор, пока я стою на сцене, я буду это делать. И не для самопиара, поверьте. Если вы были на моем концерте, вы поймете, что мне не надо пиариться мужем. Я абсолютно состоявшийся артист. И до встречи с мужем я уже очень много сделала как артист, как певица. Поэтому мне не нужно, скажем так, делать себе популярность за счет моего супруга, как некоторые думают. Я, мои хорошие, живу тем, что я пою, потому что только так я его чувствую настолько сильно, насколько вы даже не можете себе представить. Я в этом нашла выход. Нашла выход в идее, что он мне всегда говорил: я обожаю, что ты сильная. I adore that you are a strong girl. Так вот, я подумала, если я сейчас упаду, мы все равно там встретимся, а в этом я не сомневаюсь. Мы там встретимся. И как я к нему приду? Как упавший человек, как просто наплевавший на всех остальных, кто меня поддерживает, на своих родителей, на своих друзей, на своих слушателей, на людей, которые
которым, возможно, я даю какой-то смысл своим творчеством, я про них, про всех забуду, просто упаду и буду убиваться своим горем. И потом приду к нему наверх, и что я скажу? Извини, тебя не стало, и я не хочу так. Я хочу прийти к своему мужу, и чтобы он сказал, это моя девочка, this is my girl, как он раньше говорил. Я хочу, чтобы он мной гордился. И все, что я делаю, начиная с его ухода в этой жизни, потому что я верю, что есть другая жизнь, там, где он меня ждет. И поскольку я тоже верю в Бога и верю в то, что если меня Господь еще дал моменты жизни, значит, я что-то должна сделать. И я решила это сделать за двоих, за себя и за него. То, что он не успел сделать, я сделаю здесь. И когда мы встретимся, а мы обязательно встретимся, я хочу, чтобы он мной гордился. Так вот, я хочу, чтобы и вы нашли, ищите значение, ищите то, что вас вытянет из этого горя, потому что там, наверху, они этого не хотят. А спорить с Богом мы не можем. И поверьте, я человек верующий и верю в то, что если Господь отвел нам какой-то промежуток времени, значит, так оно должно быть. Нам может это казаться несправедливым. Моему мужу было 36. Вот 28 августа был 1 год, как его не стало. Мне кажется, это несправедливым забирать талантливого человека так рано. Но с другой стороны, я не знаю, что там может быть дальше. Мы не знаем, понимаете. Может быть, Господь бережет нас от чего-то очень ужасного, очень плохого. Вы скажете, что может быть ужаснее смерти. Но поверьте, могут случиться масса ситуаций. Мы их не знаем. Но Боженька знает лучше. Так вот, если по какой-то причине вокруг вас вы скажете, что там, ой, у меня никого нет, я один. Вы не один. Если вы верите в Бога, вы уже не один. И вы здесь для чего-то. У каждого из нас есть свое предназначение, нравится вам или нет. И ради своих предков, ну и в это верю я, вы можете со мной не согласиться, мы здесь, и нам даются какие-то определенные миссии, задачи, чтобы мы их тут решили. И в том числе решили их за тех наших родственников, которые не прошли какую-то задачу, да, там кто-то спился, например, ушел от реальности. Я за то, чтобы не убегать от боли, а чувствовать ее, потому что сквозь боль мы растем, и растет наша душа. Я в этом абсолютно уверена. Если вы пройдете сквозь эту боль, вы вырастете внутренне и душевно. И если Господь вам дал вот такой этап в жизни, не спрашивайте зачем. Не надо спрашивать зачем. Вы это, значит, можете вынести. Тяжело, тяжело. Трудно, трудно. Скучали я по мужу? Очень. Плачу? Да. Но не на людях. Моя боль – это моя боль. Вообще, знаете, я запрещаю себя жалеть. Вот первое время люди меня очень жалели, а я этого не хочу. Знаете почему? Потому что, знаете, я счастливый человек. 7 лет я жила и имела вот эту роскошь быть с человеком, которого я безумно люблю, который любит меня. Вы знаете, что это такое ложиться каждый вечер с человеком, которого ты искренне любишь. Настолько его любить, что ты скучаешь, даже когда он с тобой рядом лежит.
И каждый день, вы говорите, любовь проходит, нет. Если оба человека ее поддерживают, любовь только растет. Я до сих пор, я с каждым днем люблю своего мужа все больше и больше. И я живу этой любовью. Пусть его физически здесь нет, я чувствую его любовь на другом уровне. Он говорит со мной песнями, он говорит со мной людьми. Последний мой концерт был, я сказала, что буду петь песню, которую пела с мужем. И, друзья, вы не поверите, было 100 человек. Вот 100 человек начало со мной с первых аккордов петь эту песню хором. Я еле сдержалась, чтобы не расплакаться, потому что это вот к вам, к слову, что ты думаешь, что ты один. Да я не одна. Я его вижу вот во всех них. Это такая была любовь. Пропеть песню, вот опять говорю, у меня мурашки, пропеть песню от начала до конца вот так, как я пела с мужем, 100 человек. Это что-то. Вы увидите вашего близкого человека, вы его услышите, если вы откроете сердце не для боли, а для любви. Я не знаю, будет ли любовь, чувствую я себя одиноко. Иногда. Мне не хватает его голоса, хотя я могу слушать его песни. Я очень скучаю, мне не хватает наших разговоров, мне не хватает его объятий, да. Физически мне очень не хватает. Но я знаю, что мы увидимся, и я знаю, что он всегда рядом со мной. Ваши любимые люди, они не умирают духовно. Да, физическое тело уходит, но они с вами. И если вы так будете думать, вы найдете силы, чтобы идти дальше. К чему я вас и призываю, пожалуйста, если в вашей жизни случилась такая беда, пройдите ее, и потом не огораживайте себя, не убегайте от людей. Найдите хотя бы одного человека, если это группа людей. Общайтесь, плачьте, говорите об этом человеке, сколько вам будет нужно. Несите добро. В мусульманской традиции есть такая тема, и не только я в христианской тоже, делать пожертвования, и ты называешь имя, для кого ты это делаешь. Вот я это делаю для мужа. Я и раньше это делала, а сейчас у меня другой смысл. Бедным людям там еды купить, да, то есть отдать одежду, то, что вам не нужно какое-то, да, пожертвование, я это делаю во имя мужа. Меня это наполняет, и я знаю, ему там тоже хорошо. Понимаете, другое значение. Вы еще можете много сделать хорошего здесь, на земле, для тех, кто уже там. Вместо того, чтобы себя убивать, запивать это горе или... Ну и что? Ну вот вы убьетесь, и что дальше? Вы там встретитесь, и что ваша мама, ваш папа, что вам скажет? Что вы сдались? Не этого хочет Господь. Есть вещи, которые они неизбежны. Знаете, моя мама меня готовит, вот прям, она мне сразу говорит: Маша, когда меня не станет, ты можешь поплакать чуть-чуть, но не убивайся, не смей мне делать плохо там наверху. Она так это жестко говорит, чтобы я как бы не смей убиваться, всему свое время, а я буду с тобой рядом. Она меня вот, сейчас уже готовит к этому. Хотя к этому никогда не готов, конечно. Но не оставайтесь одни, хотя очень хочется. Иногда надо побыть одному. Я неделю была с собой. Надо. Но, поверьте, найдите тех, с кем вы можете поговорить. Найдите смысл идти дальше. Ради тех, кого вы любите, но кого нет рядом с вами. Это очень важно. Важно и для них, и для вас. Это вот... А боль,
А люди говорят, что время лечит. Не лечит. Извините, но не лечит. Со временем вы научитесь, как жить с этой болью. Боль от потери близкого человека никогда не уйдет, к сожалению. Вы всегда, когда будете говорить о маме, о муже, о сыне, о дочери, о любом близком вам человеке, у вас всегда будут появляться слезы на глазах, потому что эта боль, она там. Но либо она вас сожрет, а это уже не от Бога, либо вы научитесь с ней жить и направите ее в какое-то нужное русло, понимаете? Я это направляю в песни. Вместо того, чтобы плакать, я выбираю ту музыку и те песни, через которые я могу с людьми разговаривать. И они это чувствуют, и они могут плакать со мной, они могут смеяться со мной, и люди мне верят. Почему? Потому что они меня чувствуют. И я вообще глубоко уверена, что пение – это больше, чем пение, это разговор с душами людей. Ну, это мое видение моего творчества, так сказать. Моя хорошая, спасибо большое за то, что вы здесь, рядом, за ваши вопросы, за ваше внимание ко мне. Меня очень это трогает. Огромное спасибо Виктории за сегодняшний разговор. Тема очень сложная и очень болезненная, но я надеюсь, что, возможно, мой опыт или мое прохождение или мое видение данной ситуации кому-то поможет. Я вас очень люблю, и я желаю вам света, наполняйте свои сердца любовью, потому что любовь помогает в любой сложной ситуации. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы будем снимать новые видео. Если вам что-то интересно, не стесняйтесь, я с удовольствием вам отвечу, и мы с Викой запишем новые сюжеты. А пока. Приглашаю вас в Хургаду на мои концерты. Если вы здесь, буду очень рада вас видеть. До новых встреч, ваша Мария Торрес.